Всем привет, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня увидели новый проект, друзья, это Step Hero и Петруха, здорово. Привет, зрители, привет. Да, интересный проект на Binance Smart Chain. Игры, NFT-шечки, все как мы любим. Пока мало информации по геймплею, но будем разбираться, смотреть. Нам вроде как нравится. Да, визуально, честно говоря, вот сейчас чуть позже посмотрим больше артов, то есть приятно анимированные NFT, то, сравните на какие-то проекты, которые вот есть аналоги. Конечно, здесь графика чуть получше сделана, да, такая более как-то, проработанная. И когда арты мы посмотрим самого проекта, честно говоря, очень сильно напоминает и Diablo, и Darkest Dungeon, кто знает, такая темная фэнтези. То есть мне вот, такие темы очень близко, кто знает, поэтому проект лично меня заинтересовал. Но мало информации, поэтому сейчас будем разбираться вообще, что и как. С чего начнем? Посмотрим, Начнем, наверное. наверное, Мгм. да. Посмотрим, наверное, на их токеномику, токен, белую бумагу. Увидим, что там вообще есть. То есть существует уже токен, он называется Hero. Вот здесь вот в белой бумаге достаточно хорошо у них все расписано, показано, видно, есть какие-то проработки, дизайны, да, то есть общий концепт какой-то. Немножко возникает напоминание Diablo, да, in the Ну да, да, Reality. да. Но вроде это все оригинально, мы попытались погуглить. Конечно, похоже на браузерки, да, какие-то древние, где вот этот автобой были, вот такие модели. Может быть, просто кто-то переезжает, да, со старой платформы на блокчейн. Видимо, здесь стенка на стенку, да, что мы Ну, очень любим. такая темная вот стилистика, да, стенка на стенку, все это сделано. Непонятно пока именно сам какой бой будет, потому что пока демо трейлеров никаких нет, к сожалению. Но игра написана у них именно в карте, что довольно-таки рано будет выходить. Тут есть градация четырехзвездочных героев, и это, конечно, показывает то, что есть определенная редкость, как во всех проектах. Это камонки, анкамонки, рарки, то есть это все, в принципе, мы во всех проектах знаем прекрасно. Посмотрим тут еще арты, которые есть. То есть вот стилистика уже проработана. Не знаю, выполнен, конечно, неплохо. Вот много где похожих проектов, всякие там Лига Легенд, Мисс Фортуна, например, например. Здесь вообще царь Леонид. В целом стилистика тебе как вот такая? Ну, мне нравится. Ну, конечно, это на первый день все, как это выглядит, чтобы не оттолкнуть первых пользователей. На самом деле нас интересует, как будет сделана сама боевка, сами PvP-бои, можно ли там будет играть головой или будет кнопка автобой. Можно ли будет pay to win, да, так называемый делать, или все будут равны, грубо говоря, Не, как ну во всех если шахматах. звезды есть, наверное, конечно, тут будет все-таки преимущество какое-то явно где-то будет, потому что М, иначе странно было как минимум. То есть вот видите, как все в принципе работает. Ну, честно говоря, вот, кстати, пачка из 5 героев у нас, да, то есть мы видели там тоже, что 5 героев нужно будет. Квесты м, какие-то, да, магазин, Да. кузня. То есть какой секрет-шоп, М. блин, как будто это Дота. Секретный магазин. Это не Дота случаем. Да, понятно, все вдохновляются успешными проектами, все геймеры играют во все игры, и какие-то интересные моменты они берут успешные. Видно, что, по крайней мере, человека-часы здесь есть за этим проектом, и немалые, да. Мгм. Э, Так что, наверное, мы будем залетать, да. Да, проект сейчас расскажем, что интересное. Скоро лутбоксы будут. Вот, кстати, похоже тоже вот эта картинка на Darkest Dungeon. Вот не знаю, кто играл, друзья, поставьте плюсик в комментариях. В принципе, тут видите, да, проработка определенно есть. То есть визуал очень классный, честно говоря, потому что, конечно, не суперский, мы понимаем, что это не какие-то там проекты, которые сейчас выходят, но для блокчейн-игр это что-то новое, в том плане, что темных фэнтези я пока не помню. Из того, что выходит, сейчас они должны допилить в этом квартале, это маркетплейс, из того, что они не сделали, все остальное здесь сделано. И четвертый квартал, это выход, я так понимаю, полноценной игры, гейм-триллера, бета-версия, и Э, совсем скоро, получается. Что? Мгм. Да. То есть сначала выход игры, потом опять Ну, лаунч. Ну, тут как-то Смотрим, да. странно, да. Тут, по идее, сначала Да, должен быть гейм-триллер, потом выход игры. Ну, вот они как-то так сделали. То есть, ну, как да. сделали, так сделали. Бог с ними. Через 5 дней, друзья, лутбоксы.
сами знаете, может иксануть, может нет, никто не знает, как проект повернет, может это будущее Акси, может нет, поэтому тут уже на свой страх и риск. То есть все выглядит предельно круто, именно вот легендарки, большое количество героев показаны, что может упасть в сундуках. Сундук сколько там сейчас стоит? То есть сундуки... Сундук стоит Мгм. 88 токенов, будет стоить сундук. Мы оставим ссылку в описании, это будет наша рефералка. Если кто решит покупать, покупайте, пожалуйста, через нас, нам будет небольшой бонус. А, И как бы, да, я так понимаю, надо брать по 5 сундуков. 5 сундуков это 5 героев, чтобы было с чем играть, как в драконах, да, например. Ну Вот. да, поначалу только непонятно. В драконах можно там сейчас это тремя играть, по идее, да, хорошими. То есть, ну как тут фиг знает, конечно. Герой тут сразу делится по статам, то есть есть магическая сила, дефенс, то есть все это уже сделано. Отличается, например, комонка от анкомонки рарки, то есть тут минимальным порогом. Здесь у анкомонки будет максималка 322 хп и максимальная атака будет 23. У рарки сразу идет минималка 23, 35. Соответственно, у Леги будет 35 уже минималка атаки, 484 хп. То есть вот так это делится. Из того, что можно добавить, есть элементы. Скорее всего, будет какая-то привязка. Там вода сильнее там, огня, огонь сильнее земли. Ну, что-то в таком эквиваленте. Потому что это такой уже некий стандарт. На текущий момент токен стоит 2,8. Друзья, вот можете посмотреть его динамику. Недавно стартанул. Естественно, хотелось бы зайти по минималке, но это только пресейл, грубо говоря. Да. Здесь... На старте продаж никогда невозможно поймать дешево, там боты и все остальное. То есть, если кто участвовал в ВДО, ему нашел место, мы не попали, когда-то смотрели на этот проект, ждали каких-то новостей и не понимали, зачем токен. А вот теперь вышла новость, что токен нужен для покупки сундуков. И наш совет, наверное, покупайте, возможно, токен, если вы хотите брать сундуки, да, и ему есть тоже применение до того, как выйдут сундуки за 5 дней. Вот на этой вкладочке вы можете стейкать свой hero и получать за него поинты, да. И вот за эти поинты, вот этих персонажей, которых сейчас Кирилл рассматривал, можно себе будет заминтить, да. Заминтить это значит создать. То есть помимо того, что будут сундуки, вы еще, вам будет наград стейкером, да. То есть, Ну, понятно, стейкать тут много на самом деле, друзья. То есть застейкать надо немалое количество. Можете посчитать. Видите, тут осталось таких по 10. Ну, еще осталось много на самом деле. То есть, как бы, и стоимость там 15 тысяч поинтов. Но, как бы, да, наверное, надо сказать, что один застейканный hero за один день, за сутки дает один поинт. То есть, мгм. вот, дайте, смотрите. И как бы смотрим, здесь есть за 20 тысяч поинтов, это анкомонки, это даже комонки, да, за 40 тысяч анкомонки и за 150 получаются рарки. То есть смотрите Мгм. не на ауру, а вот именно вот там вот мелко Да, вот написано, здесь, да, прям мелко-мелко. Вот. вот здесь комон написано, да, вот обращайте на это Ну, внимание. получить просто так, если, допустим, да, хочешь большое количество сундуков взять и застейкать, потом взять как дополнительно, можно, но это надо уже большой вход, потому что времени до сундуков не так много осталось, но я так думаю, стейкинг еще и останется здесь, но зависит от того, как люди вольют, хотя токены уже влили очень много здесь, того, чтобы Да, можно полутратить. сказать, наверное, еще, что всего токенов 100 миллионов, что по Мгм. сравнению с другими играми не так уж и много. И сейчас вроде в обороте тоже около 7 миллионов, что ли, или 6 даже, то есть не так много. И стейкинг работает, можно застейкивать и вытаскивать, да, то есть нет никакого-то штрафа или там Мгм. колдауна, то есть мы проверили, все работает. То есть можно застейкать и перед сундуками вытащить, если они, конечно, не подложат какую-то свинью и не заблокируют, да, это все. Ну, мы, да, проверяли, это работает. Так что, друзья, сами смотрите. Кому интересно, влетайте. Рассказали все, что смогли узнать за это время про проект. Лутбоксы через 5 дней. Петруха, будешь что добавлять? Нет, ставим лайки, подписываемся. Нужно ли вам больше обзоров на такие проекты, на такой ранней стадии. Мгм. И до новых встреч. Всем пока-пока.